Главные новости этого дня. Сегодня рано утром в Москве в возрасте 72 лет ушел из жизни известный российский актер и режиссер, создатель фильма «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин. За плечами Игоря Витальевича Москвитина более 50 киноработ, самые известные из которых «Улицы разбитых фонарей», «Посредники», «Гаишники» и многие другие. В городе Волгограде во время гастролей цирка Запашных на цирковой репетиции травму средней тяжести получил член комитета и известный цирковой артист Эдгар Запашный. Эдгар Запашный был госпитализирован в городскую больницу номер 7. Травма была получена при общении с питомцами артиста, дикими зверями. Известный российский певец Ярослав Дронов, больше известный под именем Шаман, впервые после развода со своей супругой публично представил свою новую возлюбленную, молодую российскую певицу Асият Сайгидову. Возлюбленной певца Шамана 22 года. На музыкальной сцене она выступает под сценическим псевдонимом «Певица Соя». С певцом Шаманом они познакомились во время подготовки к опере «Князь Владимир», где певец Шаман и певица Соя будут играть главные роли. По требованию антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и Министерства культуры Российской Федерации известного советского и российского певца Александра Николаевича Серова лишили звания народного артиста России. Чрезвычайное событие произошло по двум причинам. Александр Николаевич Серов без согласования с российскими властями принял второе гражданство – гражданство Израиля, что является недопустимым поведением для народного артиста России. Помимо этого, Александр Серов за последние 2 года дважды привлекался к уголовной ответственности и даже 3 месяца находился в местах лишения свободы по обвинению в смерти человека по неосторожности. В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге прошли массовые обыски в 12 квартирах известного общественного деятеля, мамы Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. Обыски в квартирах чиновника проводились по требованию антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и Следственного комитета Российской Федерации. При оперативной работе присутствовали лично Александр Иванович Бастрыкин и 2 представителя комитета, известные актеры Борис Галкин и Евгений Сидихин. При обыске в одной из квартир была обнаружена лично Людмила Нарусова, которая долгое время не хотела открывать дверь стражам порядка и даже вызвала собственную охрану. Позже оказалось, что чиновнице действительно есть что скрывать. В результате следственных работ в квартирах Людмилы Нарусовой были обнаружены крупные финансовые суммы в иностранной валюте, евро и долларах. Точная сумма пока неизвестна. Помимо этого были обнаружены незаконные документы о коммерческой деятельности в Российской Федерации ее дочери Ксении Собчак. Помимо этого, в квартирах Людмилы Нарусовой были обнаружены важные документы о деятельности антикоррупционного комитета. В связи с этим можно предположить, что мать Ксении Собчак и является тем человеком, который было известна деятельность антикоррупционного комитета и перемещение ее сотрудников. Однако до сих пор непонятно, как у матери Ксении Собчак оказались эти важные документы. Можно предположить, что Людмила Нарусова имеет тесные контакты с одним из сотрудников антикоррупционного комитета, который доносит ей важную информацию. Однако имя этого сотрудника до сих пор неизвестно. К слову сказать, что совсем недавно Людмила Нарусова перенесла страшную семейную драму. Трагически погиб ее сын Александр, а дочь Ксения Собчак и Константин Богомолов пропали во время кругосветного путешествия в Новой Зеландии. Однако спустя некоторое время их все-таки нашли. Вчера поздно вечером в Санкт-Петербурге
При выходе из своей музыкальной студии было совершено нападение на известного российского композитора Виктора Дробыша. На данный момент уже достоверно известно, что нападение осуществлялось с целью ограбления. Виктору Дробышу очень повезло. Он остался жив, хотя лишился нескольких ценных вещей, таких как наличные финансовые суммы около 15 миллионов рублей, банковских карт, 2 телефонов, айпада и ноутбука. Преступники по горячим следам задержаны не были. Пресс-служба комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. За минувшие сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием известных артистов. В районе города Калининграда в результате ДТП погиб советский актер Владимир Дичковский, сыгравший одну из главных ролей, роль Генки Петрова в фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица». Актеру было 65 лет. Причина ДТП пока неизвестна. Ну а вторая трагедия произошла в городе Нижний Тагил. Известный российский актер Марат Башаров, который находился в данном городе на гастролях, совершил наезд на пешехода, в результате чего тот оказался в реанимации. Есть данные, что Марат Башаров в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Российский актер был задержан до полного выяснения обстоятельств дел. Большая трагедия в рядах антикоррупционного комитета. Сотрудники организации, которые участвуют в опасных проверках, постоянно подвергают свою жизнь опасности, и данные события часто заканчиваются печальными последствиями. На этот раз трагедия произошла с членом комитета, известным певцом Львом Лещенко. Чрезвычайное событие произошло во время авиаперелета Москва-Самара. Лев Валерьянович Лещенко направлялся на антикоррупционную проверку. По некоторым данным, Лев Лещенко подвергся отравлению с помощью медицинских препаратов, которые были подмешаны в чай артисту, который он употреблял во время полета. Льва Валерьяновича в тяжелом состоянии госпитализировали по прибытию в Самару в центральную больницу. Есть предположение, что в отравлении были замешаны стюардессы самолета. К слову сказать, это уже не первое нападение на Льва Лещенко за последний год. Еще весной этого года артист также подвергся нападению в поезде Челябинск-Уфа, куда он ехал на антикоррупционную проверку. А еще 2 месяца назад Льву Лещенко в связи с тяжелым состоянием здоровья ампутировали правую ногу. Внука известного российского и советского певца Александра Буйнова Сергея посмертно представили к званию Героя России. Отметим, что внук Александра Буйнова трагически погиб в результате участия в спецоперации летом этого года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.